Так, я вижу вас военные, и мы все военные. Да. А давайте по-военному поздороваемся. Знаете, как по-военному? Значит так, здравия желаем, товарищ полковник. Здравствуйте, дети! Здравия желаем, товарищ полковник! Молодцы, молодцы. Ну вот поздоровались, теперь представимся немножко подробнее. Я ч.1 Николай Иванович, участник Великой Отечественной Войны, в освобождении, вернее, в защите Москвы не участвовал, потому что учился еще в школе. А вот в Сталинградской битве уже наш полк, где я служил наводчиком, потом командиром орудия, это полк «Катюши». Знаете «Катюши»? Да. Это самое сильное оружие. Немцы боялись его больше всего. Ну и охотились, бомбили нас. Как найдут, так бомбят. Это самое страшное. Но наша «Катюша» сильнее, и их бомбеж оказалось. Вот 2 года я, 43-44 год, а в январе 45-го года послали учиться в училище. Глубокий тыл. Командир полка говорит, вот поедете учиться на офицера. А нас было 3. Мы говорим, товарищ полковник, Берлин рядом. Мы хотим участвовать в штурме Берлина. Берлин мы и без вас возьмем. А офицеры Красной Армии нужны будут и после войны. Вот мы поехали. Я учился, закончил в 46-м году. И 43 года недавно служил в нашей славной Красной Советской Армии. Вот Василий Иванович Чебаков, он немножечко меня помладше, поэтому на годик он позже, значит, в армию пришел. Но он дошел до самого Кенигсберга, который штурмовали в одно время с Берлина. Ранен не один раз. Он будет выступать, вот расскажет. Он сейчас работает. Он руководит музеем Комитета народного образования нашего Солнечногорского района. Оба мы с ним почетные граждане Солнечногорского района, присвоены совет и глава нашего района за военно-патриотическую работу. А это с нами драгоценная, прекрасная певица, наша спортсменка, комсомолка. Шепелева. Это ведущая солистка народного ансамбля песни, который при Доме культуры Лепси в Солнечногорске. Как она поет, мы будем вместе с вами петь после того, как закончим разговаривать. Бои закончим, а после боя сердце просит музыки вдвойне. Так говорится. Так вот, была война. Войну проклинают все. Конечно, стоит проклинать. Это огромные жертвы, убитые, раненые, все разрушено и так далее. Но ведь войны бывают разные. Разве сравнить ту войну против нас, которую вела гитлеровская Германия, этот вермахт, который уничтожал мирное население миллионами человек, наших русских, советских людей, и сравнить с ним нашу Красную Армию. Мы же вели войну против фашистской Германии, потому что войну можно остановить только войной. Так вот, наша война против захватчиков, против агрессоров, ее ругать не надо. Гордиться надо, гордиться нашей победой над злейшим врагом человечества, над фашизмом.
в лице фашистской Германии и вождя ее Адольфа Гитлера. И мы эту победу завоевали. Эту победу поставили Германию на колени, принудили ее к безоговорочной капитуляции, то есть сдавайся в плен, складывай оружие и без всяких переговоров на милость победителя. Наши герои Михаил Егоров и Мелитон Кантария, разведчики, водрузили красное знамя победы над главным куполом фашистского Рейхстага. Рейхстаг — это по-немецки парламент, как у нас, допустим, Верховный Совет был, или сейчас Государственная Дума. Вот это было 30 апреля в 21 час 50 минут. На следующий день, 1 мая, пришли там, командовал всеми войсками, которые наступали на Берлин, брали Берлин, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. С севера, с правой стороны, его подпирал другой, второй Белорусский фронт под командованием маршала Советского Союза Рокоссовского. С юга, с левой стороны, тоже участвовал в штурме Берлина Первый Украинский фронт под командованием маршала Советского Союза Конева. Вот этих полководцев надо, конечно, знать, они награждены высшим военным орденом Победы. Ну и другие маршалы, некоторые маршалы награждены этим высшей военной наградой. Так вот, заставили всех капитулировать, всем войска фашистской Германии и ее союзников. Германия не одна против нас воевала. Германия захватила всю Европу еще до нападения на Советский Союз в 1942 году. Вот такие государства, как Польша, Бельгия, Голландия, Люксембург, Дания, Норвегия, Румыния, еще даже можно перечислять. Они все воевали на стороне Гитлера против Советского Союза, всеми объединенными силами. Никто в мире, кроме наших сторонников, рабочих, крестьян, никто не верил в то, что Москва, Советский Союз может удержаться, что гитлеровская армия непобедима. Вот такое было во всем мире распространено. И поэтому там наши и союзники по войне, Англия и Соединенные Штаты Америки, особенно в войну невзятствуясь, они ждали, что война должна быть длительная, все противники оба, и Советский Союз, и Германия, будут истощены, обессилят. И вот тогда они продиктуют свою волю Германии и добьются от нее всяческих уступок. Поэтому нам пришлось воевать с самой сильной, могущественной, прекрасно оснащенной, обученной армией. И было, конечно, очень сложно, было трудно, были большие потери. Гитлеровцы продвинулись до Ленинграда, взяли его в блокаду, подошли к Москве, и Гитлер назначил парад своих войск на Красной площади в Москве на 6 ноября. Они захватили Киев. И вот в это время, когда гитлеровские войска подошли на 50-60 километров к Москве, и должен был состояться последний рывок, в это время на Красной площади 7 ноября 1941 года происходит парад.
не гитлеровских войск, а парад Красной Армии. Парад Красной Армии. Такую враг рядом. Что значит послать самолетов несколько, разбомбить колонны, которые маршируют по Красной площади? Но был риск большой, конечно, что так может случиться. Но способствовала погода, которая была нелетная, снег шел и ветер сильный. Ну и готовилось это в глубокой тайне. Никто не знал, что парад будет. И солдаты, которые шли на парад на Красную площадь, они не знали, куда их ведут и зачем. Вот, поэтому в 8 часов утра, когда были включены все радиостанции Советского Союза, и передача пошла по радио на весь мир, в это время Гитлер, находившийся в Восточной Пруссии, в своем волчьем логове, так называлась его резиденция, командный пункт, включил радиоприемник и услышал звуки маршей. И подумал, что это где-то в Берлине, наверное, празднует очередную победу германского вермахта. Но потом он услышал голос Левитана, нашего диктора, услышал команды на русском языке, а потом топот солдатских сапог по кремлевской брусчатке. Он понял, что это происходит, рванулся к телефону, немедленно вызвал старшего авиационного начальника этого фронта, который наступал на Москву. Тот докладывает: командир 12-й бомбардировочной дивизии генерал. Гитлер открывает: вы не генерал, вы осел. И смотрите, какой вот вежливый, называет на вы, тогда говорит: осел вы. Потом: русские устроили парад, а вы спите как свинья. Генерал пытается оправдаться: мой фюрер, погода нелетная, снег идет, хорошие летчики летают в любую погоду. Даю вам час для искупления вины, через час мне доложите. Но докладывать не пришлось. Все 25 самолетов-бомбардировщиков через короткое время были сбиты нашей зенитной артиллерией, стоявшей на охране нашей столицы Москвы. Под Москвой был дан первый удар по фашистским войскам. От Москвы враг был отброшен на 160, на 200 километров. Потом на следующий год в Сталинграде и под Сталинградом была окружена вся группировка под командованием фельдмаршала Паулюса, а там были 2 армии немецких, армия итальянская и 2 армии румынских. Всего 330 тысяч солдат и офицеров. Их разгромили, и вот в этих боях пришлось участвовать и тому полку, в котором я служил. 312-й гвардейский минометный полк. 312-й. Это полк «Катюшек». Вот там давали залпы, уничтожали немцев и очень быстро с ними справились до 2 февраля 1943 года. А в 1943 году эти войска, которые громили фашистов под Сталинградом, были под Курском, и здесь знаменитые бои на Курской дуге, когда решила наша ставка главного командования, во главе которой стоял маршал Сталин, что надо перейти к обороне, закопать танки, закопать пушки, чтобы и они стреляли, а в них не попали. Вот, закопать пехоту, и пусть немцы пойдут в наступление, и их как можно больше уничтожить вот в этих окопах. А потом, когда им нанести большое поражение, перейти сразу в наступление
И так и сделали. 5 июля немцы перешли в наступление на Курской дуге. Они были остановлены через 10-20 километров, а потом с 12 июля перешли наши войска в наступление. И здесь участвовал мой полк, и я в качестве наводчика этой «Катюши», и медали за боевые заслуги за этот бой, за эти бои был награжден. Ну а потом 44-й год вся Красная Армия перешла в наступление по всей границе от Белого до Черного моря, изгнали врага из советской земли, пограничные столбы поставили на старое место и двинулись дальше, захватили плацдарм на том берегу, на левом берегу реки Одер, это уже Германия, и до Берлина оставалось 60 километров, а наши союзники, англичане и американцы, которые должны воевать были еще, начать воевать с 41-го года вместе с нами, они все где-то там в океане, на каких-то островах, в Африке, то есть там малыми делами занимались. Ну, а тут они решили поднажать, чтобы захватить Берлин. Они взяли Берлин, а не Красная Армия, не Советский Союз. Это очень большое значение имело бы для дальнейшего послевоенного устройства. Кого авторитет победителя фашистской Германии? Тому, кто захватил столицу Берлин, кто принудил к капитуляции фашистской Германии. И вот штурм Берлина 16 апреля началось наступление, прорвана оборона, подошли 23 числа на предместье Берлина, а потом за 9 дней вот этот не 1 миллион жителей там, дома высотные, метро подземное, значит, и все это везде, пушки, танки, пулеметы и так далее. За 9 дней взяли штурмом Берлин и водрузили с нами победы, о чем я говорил. Вот давайте, в каких условиях проходила эта Берлинская битва, немножко посмотрим, потом продолжим. Днем 8 мая ровно в 24 часа началось подписание акта о безоговорочной капитуляции всех войск фашистской Германии. Это были главное командование, оставшиеся после Гитлера, значит, командовали войсками, но они прекратили сопротивление, а принимали капитуляцию маршал Жуков и представители военного высшего командования английской армии, французской армии и Англии, Соединенных Штатов Америки. Но акт по капитуляции — это есть все, безоговорочная капитуляция, и поэтому 9 мая уже в Москве и во всей нашей могучей великой стране начался первый день Победы. Первый день Победы. Спрашивается, почему же мы смогли победить такого противника, сильнее которого никогда в истории не бывало? Почему, как вы думаете? Что это способствовало? Но прежде всего, наверное, то, что у нас была не одна Россия, а Великий Советский Союз. 190 миллионов человек населения. В этом союзе вместе с русскими сражались украинцы, белорусы, молдаване, грузины, армяне, азербайджанцы, киргизы, туркмены, узбеки и другие. То есть все 15 союзных республик
объединены были в одном союзе, Союз Советских Социалистических Республик. И Гитлер надеялся и говорил своим генералам, что Советский Союз – это многонациональное государство, и если только хорошо пнуть ногой, он там генералам своим говорил, то все развалится, и все будут нации воевать друг против друга. Русские с украинцами, украинцы с белорусами и так далее. Произошло точно все наоборот. Все народы сплотились, у нас единая столица Москва, и все ее защищали, разгромили фашистские войска и в Сталинграде, и в других местах, и вместе все под руководством нашего полководца Жукова закончили войну приемом, принятием безоговорочной капитуляции. Есть у нас сейчас эта могучая держава? Советский Союз? Нет. Развалили ее. Развалили ее. Вот сейчас у нас и союзников-то нет. Так вот, у вас предстоит жизнь длинная, и это ваша задача восстановить нашу великую родину, Союз Советских Социалистических Республик. Далее, у нас была прекрасная армия, которую любил народ, в которую шли служить с радостью шли служить. А есть ли у нас эта армия сейчас? Такой армии, которая способна защитить Родину от нападения крупных сил противника, такой нет. Есть армия, которая способна провести парады. Вот на Москве скоро парад будет. Техника устарела за последние 20 лет, пока эти разные реформы проводили. Вот поэтому и ставится задача, чтобы восстановить боеспособность нашей армии. А все мальчики, прежде всего, должны сознавать, что они будущие. Какой патриотизм был среди воинов, да и всего населения. Жуков так сказал, когда его корреспондент задали ему такой вопрос: а почему победила советская армия? Он сказал: мы победили потому, что у нас лучший в мире молодой солдат. Обученный, воспитанный и патриотический. Патриоты Родины все. И все защищали Родину. Когда война началась, она началась сразу штурмом Брестской крепости. Там совсем небольшой гарнизон был. Целая дивизия штурмовала. 28 дней они толкались. А количество защитников все убывало, но они не сдавались. И один из последних защитников штыком своей винтовки выцарапал на стене: умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. За Родину, за свою, за Советский Союз. А первый удар по всему фронту приняли пограничники, пограничные заставы. Ни одна застава не сдалась. Все они до конца сражались. И жены, которые жили там с офицерами, командирами взводов и роты, многие из них, у которых не было детей при себе, помогали сражаться. Воду приносили, чтобы отбивать пулеметы, которые разгорячены от беспрерывной стрельбы. А возьмите в Сталинградской битве. Морской пехотинец Паникаха
на Мамаевом кургане отражал атаку фашистских танков. У него гранаты уже израсходовал, осталось 2 бутылки с зажигательной смесью, как фрицы их называли, коктейль Молотова, их так за границей сейчас называют. Так он, когда танк подошел на расстояние броска, он выскочил из окопа и замахнулся правой рукой. В это время пуля или осколок попала в бутылку, и вся эта горючая жидкость вылилась на него. И он сам вспыхнул, как факел. Но он нашел в себе силы, чтобы сделать еще 4-5 шагов и ударить бутылкой, которая в левой руке, по моторному люку фашистского танка. Памятник ему стоит в Волгограде, в Сталинграде. Когда-то все равно будет город называться Сталинградом, как он назывался во время войны. Это Хрущев по одному своему, не советуясь с народом, не спрашивая согласия, переименовал этот город. А 65-ю годовщину Сталинградской битвы, когда несколько лет отмечали, там были в качестве туристов пленные, захваченные в Сталинграде. Они у нас кто 5, кто 7 лет отрабатывали, строили кое-чего. Ну, конечно, прекрасно изучили русский язык. И теперь они там на пенсии, конечно. И вот в качестве туристов приехали на празднование 65-летия Сталинградской битвы. И наш корреспондент газеты «Советская Россия» обратился к ним с вопросом: как вы расцениваете переименование Сталинграда в Волгоград? И один этот немец, бывший пленный, сказал: вы, русские, сами растоптали свою победу, переименовав город. А другой немец, бывший пленный, добавил, что вы, переименовав город, оскорбили и унизили всех защитников города, как павших, так и живых. Я думаю, что правильно они сказали. Вот еще один замечательный пример этого героизма, с которым сражались наши воины. Вот недавно, только позавчера, я получил эту газету. Это портрет Александра Матросова. Это рядовой Александр Матросов 23 февраля 1943 года на территории Смоленской области под Ельней совершил героический подвиг. Он своим телом закрыл амбразуру, из которой строчил фашистский пулемет. Телом своим закрыл, потому что другого уже выхода не было. Надо было его товарищам, рота целая, идти в атаку, а подняться нельзя, пулемет строчить. Так он закрыл своим телом. О том, что сделал он осознанно это, а не кто-то его там заставил. Вот его письмо, которое он написал своей девушке 21 февраля, то есть за 2 дня. Дорогая Люда, только что закончилось комсомольское собрание. Почистил автомат, покушал. Комбат говорит: у нас на фронте как стемнеет немного, так и ночь. Я часто вспоминаю тебя, Лида, много думаю о тебе. Вот и сейчас хочется поговорить с тобой обо всем, что чувствую, что переживаю. Да, Лида, и я увидел, как умирали мои товарищи. А сегодня комбат рассказал случай, как погиб один генерал. Погиб, стоя лицом на запад. Я люблю жизнь, хочу жить,
Но фронт такая штука, что вот живешь, и вдруг пуля, как или осколок, ставят точку в конце твоей жизни. Но если мне суждено погибнуть, я хотел бы умереть так, как наш генерал в бою и лицом на запад. Твой Сашок. Это за 2 дня он написал своей любимой девушке это письмо. И он сделал именно так, как генерал. Он закрыл своим телом амбразуру, пулеметный огонь прекратился, рота поднялась в атаку и выполнила боевую задачу. По этому поводу Верховный главнокомандующий Сталин издал следующий приказ. Он, первое, для увековечения памяти Героя Советского Союза рядового Александра Матросова приказывает 254-му гвардейскому стрелковому полку присвоить наименование 294-й гвардейский полк имени Александра Матросова. Единственный полк так называется имени конкретно рядового Александра Матросова. Второе. Героя Советского Союза гвардии рядового Матросова зачислить навечно в списке первой роты 254-го гвардейского стрелкового полка имени Александра Матросова. Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин. Теперь, согласно воинскому уставу, зачисленные навечно в списке первой роты, первое отделение, первым стоит и старшина, проводя вечернюю проверку, называет первую его фамилию Александр Матросов, и командир отделения отвечает: Герой Советского Союза Александр Матросов погиб смертью храбрых в боях против фашистских захватчиков. А потом уже проверяет наличие всех других. Кстати, полк этот новым министром обороны, который у нас сейчас, который в войсках не служил, гражданский человек, вообще специализировался на торговле мебелью, Сердюков по фамилии, расформировал этот знаменитый полк. Это так возмутило ветеранов всех, что они договорились с комитетом совет солдатских матерей, вместе вышли на самые высокие инстанции и добились, что полк снова сформирован. Полк имени Александра Матросова, и находится он в городе Ельня Смоленской области. Вот наши главные причины, почему мы победили. Потому что каждый мог быть героем в выполнении поставленной боевой задачи. А сейчас разрешите предоставить слово Василию Ивановичу. Он с правой стороны от первого Западного фронта нашего сражался за Кенигсберг.